Здравствуйте! Герой сегодняшнего видео впечатления — наушники от Xiaomi Buds 3. И очень важно уточнить, что Xiaomi Buds 3, а не Redmi Buds 3, так как это совершенно разные модели. Стоимость данных наушников приблизительно $100. Из каких-то действительно интересных функций, которые здесь есть, это функция активного шумоподавления, которая работает не так уже и плохо. Я об этом расскажу подробнее. И сенсорное управление, которое работает по принципу Apple AirPods Pro, но не настолько бесшовной и магически. То есть сенсорная панель находится не сверху, а в самой ножке, и на нее необходимо нажимать. Но все-таки хотелось бы начать с внешнего вида, который здесь симпатичный. Это глубоко темно-синий цвет, как самого кейса, так и наушников. Здесь прям угадали, выглядит вот действительно по-флагмански, хорошо. Вопросов особых не возникает. Доставать наушники из кейса также достаточно легко. А вот к эргономике есть уже некоторые вопросы, потому что наушники достаточно большие, причем это касается не только ножки, но и, условно говоря, чашки самих наушников, но при этом амбушюры у нас категорически короткие, поэтому, да еще и мягкие немножечко. Ну, не слишком мягкие, но мягковатые. И, соответственно, когда мы вставляем их в уши, то, опять же, получить хорошую пассивную звукоизоляцию проблематично. Уже сколько за последнее время было в подобных наушников, именно внутриканальных ТВС-ок, но с ножкой, и это вечная беда, вечная проблема, полноценно их посадить нормально, чтобы получить такую же звукоизоляцию, как и в классических ТВС-ках без этой палки. Я вообще не понимаю, для чего она нужна, какое у нее может быть преимущество помимо микрофонов, которым практически никто и не пользуется. Как такового звуковода у нас практически нет. Подобрать какие-то другие амбушюры, которые подошли бы, невозможно, потому что практически невозможно, потому что звуковод все-таки огромный по своей ширине, а не по высоте. И, соответственно, если они вам сядут, если те амбушюры, которые есть в комплекте, вам подойдут, то вы сможете получить хорошую пассивную звукоизоляцию, от которой уже и исходит работа шумодава. Он здесь не такой уже и агрессивный, то есть он присутствует, то есть понимаю, что сразу же шумы становятся значительно тише. То есть с тем же моим светильником, где есть активное охлаждение в виде вентилятора, он справляется очень легко. Но и опять же зависит от того, насколько хорошая пассивная звукоизоляция у вас будет. И при этом это тот случай, когда активное шумоподавление создает шум. В виде такого фонового шума тоже для кого-то это будет актуальной и достаточно серьезной проблемой, серьезным недостатком. И думаю, можно перейти к звучанию. Опять же, хочется сказать, что звучание будет зависеть от того, насколько хорошо они вам сядут, насколько подойдут в амбушюры, и эргономика наушников сойдется с формой вашего уха. Если говорить глобально, то низкие частоты здесь, в общем-то, хорошие, достаточно быстрые, с хорошими панчами, с достаточным весом и количеством, не слишком сильно доминирующим. Середина здесь вызывает наибольшее количество вопросов, потому что далеко не сразу же как-то получается ей поверить, слушать ее, не обращая внимания на какую-то монолитику, на то, как это все звучит. То есть есть некоторое искажение. Сцена здесь просто нормальная, есть некоторая объемность звучания, но при этом не сказать, что это прям хорошая ширина, либо же хорошая глубина, хорошее там какое-то разделение инструментов. Нет, просто присутствует некоторый объем, что опять-таки для стоимости в $100 уже не самые такие лестные слова. При этом высокие частоты не вызывают каких-то особых вопросов. Да, присутствует некоторая яркость, некоторая надбавочность по весу в том числе, но, по крайней мере, наушники очень хорошо справляются с контролем, то есть даже где-то на высокой громкости, с какой-то сложной музыкой, они не уходят в грязь, и это достаточно хороший для них показатель, то есть одна из самых сильных их сторон. Я думаю, даже как-то и подводить итоги, наверное, можно, потому что все необходимое уже сказано, то есть внешне, визуально это флагман, это дорогие, хорошие наушники,
по виду самих наушников, по конструктивным особенностям, по управлению, по дизайну, понимаешь, что да, флагман, даже вот не на $100, где-то и дороже может быть, но сама реализация того, как все это работает, немножечко хромает. Единственное, что управление в сенсорной панелью, оно в общем-то адекватно, да, понимаешь, что не настолько как-то приятно работает, как в тех же прошках от Apple, но вполне себе адекватно. Этим можно пользоваться, все интуитивно понятно, все, зажали на 3 секунды, у вас изменился режим шумоподавления, режима прозрачности, обычное звучание, однократные этапы, то есть также вполне очевидны по переключению треков. В общем-то, пользоваться можно, это удобно. Когда вы будете пытаться их настроить в ушах, треки там сами по себе переключаться не будет, громкость вам выкручиваться в максимум тоже не будет. Поэтому здесь хотя бы как-то все это доработали, сделали интересно. И думаю, на этом можно завершать. Если вы являетесь владельцем данных наушников, есть что добавить, есть какие-то лайфхаки, то буду рад, если напишите об этом в комментариях. Если вас заинтересовали данные наушники, то по ссылке в описании сможете найти и также подобрать для себя беспроводные, проводные, игровые, профессиональные, аудиофильские наушники, какие угодно на нашем сайте Netbox. И, соответственно, есть доставка как по Беларуси, так и по России. Поэтому заходите, ищите, выбирайте, и на этом буду прощаться. Большое спасибо вам за просмотр, мира и здоровья. До скорых встреч!